Тем ранним утром громкий рев прозвучал, как гром среди ясного неба. Сам воздух, казалось, содрогнулся от неожиданности. Подгоняемый ветром, он пронесся над головами сбившихся в кучу антилоп и буйволов, которые сначала насторожились, готовые в любой момент бежать, но спустя мгновение успокоились и продолжили дальше заниматься своими делами. Они не почувствовали угрозы, потому что в нем не было слышно агрессивных ноток, как это часто бывает, когда взрослые львы заявляют права на свои территории или вступают в словесные перепалки с конкурентами, находящимися за несколько километров от них. Наоборот, в этом приглушенном звуке можно было отчетливо услышать боль. Львице недавно исполнилось 4 года, и уже долгое время она в одиночестве, бросив вызов всем трудностям и невзгодам, неспешно разгуливала по ближайшим окрестностям, стараясь не уходить далеко от воды. Утро она любила больше всего, приятная прохлада, ласкающий кожу легкий ветерок и новая надежда. Надежда, что именно сегодня все изменится. Когда-то она чудом осталась жива, когда браконьеры посреди ночи убили всех ее сестер и мать. Она видела все это своими глазами, спрятавшись в кустах, но не могла ничем помочь. Страх тогда полностью сковал движение, и лишь внутри нее в бессильной агонии тихо билась ее ярость. С тех пор она была совершенно одна. Утром и вечером отправлялась на охоту или просто гуляла, а от безжалостно палящего дневного солнца скрывалась в тени густой речной растительности. Львица жила как леопард и, на удивление, очень преуспела в своем необычном амплуа. Охотиться одной оказалось не так трудно. Вот только чувство одиночества не давало покоя. Особенно по ночам, когда перед глазами снова и снова проносились события прошлого, то в ускоренной перемотке, то замедляясь на время, от чего даже становилось сложно дышать. Облегчение приходило только ближе к утру. Львица шла по дороге и на минуту остановилась возле автомобиля с туристами, которые с утра пораньше уже выбрались на природу в надежде запечатлеть на камеру удивительные моменты. Она привыкла к этим странным существам, восседавшим на еще более странном звере, запах которого не был похож ни на один другой запах в африканской саванне. Ей было интересно наблюдать за тем, как люди замолкали при ее появлении и даже, казалось, боялись дышать, чтобы не спугнуть. Зря боялись. Она не собиралась никуда бежать. Иногда даже позировала перед ними, смотря прямо в объектив своими печальными глазами. Нет, она не доверяла им, не считала друзьями, но и не боялась, потому что они не были похожи на тех, кто сделал ее одинокой. Но сейчас львица прошла мимо, даже не удостоив их взглядом. Ее глаза были устремлены в сторону речного берега. Что-то вдалеке привлекло ее внимание. Подкравшись ближе, львица оказалась рядом с огромным валуном, который лежал неподвижно, но дышал. Тяжело и громко. Перед ней был носорог. Самец в самом расцвете сил, который решил отдохнуть на берегу. Она не собиралась нападать, потому что с ее 120 килограммами глупо было пытаться бороться с двухтонным гигантом. Но ей очень захотелось с ним поиграть. Поблизости не было никого другого, он был единственным, кто мог хоть как-то скрасить ее одиночество. Молодая львица приближалась все ближе и ближе, с присущей диким кошкам грациозностью и бесшумностью, пока не уткнулась своим мокрым носом в его круг. Носорог тут же подскочил и развернулся на 180 градусов, да так быстро, что сама львица опешила. Она смотрела ему прямо в маленькие черные глазки и не могла сдвинуться с места. Именно в этот самый момент ей почему-то опять вспомнились события той ночи, и страх вмиг сковал ее движение. Туристы, наблюдавшие за этим из автомобиля, затаили дыхание. Все ждали, что произойдет дальше. Стих даже ветер. Носорог уже было хотел пойти буром на львицу, но в последний момент позади него появился лев. Это был молодой самец,
лет 5-6, но по шрамам на его морде было видно, что он уже многое повидал на своем веку. От его грозного рева стаи птиц взмыли в небо, а сурикаты, находившиеся поблизости, предусмотрительно попрятались в норы. Носорог, вздрогнув, резко повернулся, переключив внимание на новую угрозу. Львица, придя в себя после мучительных воспоминаний, отбежала на безопасное расстояние и с интересом стала наблюдать за стремительно развивающимися событиями. Лев заревел снова, и на этот раз в его голосе чувствовались те самые нотки агрессии. А еще уверенность в себе. Он будто предупреждал носорога, чтобы тот отступил, если ему не нужны проблемы. И носорог отступил. В конце концов, на берегу было много мест, где можно было примостить свою тяжелую тушу. Когда носорог ушел, туристы, наконец, вздохнули с облегчением, все обошлось. Ну, а львица, пусть и изрядно перепугавшись, познакомилась с молодым львом, и глаза ее словно ожили. Лишь на мгновение показалось, что они были до краев наполнены слезами. Может, действительно показалось, потому что сильные женщины не плачут. Они верят в лучшее и терпеливо ждут. Спустя полгода туристы уже вовсю фотографировали львят, которые беспечно игрались друг с другом на берегу реки. А неподалеку находились их родители. Бесстрашный лев, не побоявшийся рискнуть жизнью, и одинокая львица, которая потеряла семью, но обрела новую, а вместе с ней уверенность в завтрашнем дне.